Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И в этой серии видео мы читаем разные новости, разные статьи об интересных событиях или интересных людях, чтобы вы могли лучше понимать русский язык и лучше говорить по-русски. Сегодня, я думаю, вы уже видели, вы уже понимаете, о чем я хочу поговорить сегодня. Сегодня мы будем читать об одном матче, об одной игре, которая, можно сказать, вошла в историю. Это шахматный матч, и было два участника — Гарри Каспаров и Анатолий Карпов. Я думаю, что даже если вы не интересуетесь шахматами, даже если вы не умеете играть в шахматы, вы слышали эти фамилии. Я думаю, да. По крайней мере, я думаю, в России все знают этих двух спортсменов. Сегодня мы поговорим об их решающем, самом главном матче, который был в 1990 году. Это был чемпионат мира, первенство мира по шахматам. И Гарри Каспаров был действующим чемпионом, и претендентом на звание чемпиона мира был Анатолий Карпов. Мы прочитаем эту небольшую статью, посмотрим решающую 20-ю партию, которую они играли, и даже больше мы с вами посмотрим, как она закончилась. Я очень постараюсь грамотно ее прокомментировать. Да, мы с вами сегодня повторим или узнаем название шахматных фигур, как мы делаем ходы в шахматах и так далее. Ну что, давайте начнем. Итак, матч на звание чемпиона мира по шахматам. 1990 год. Ну, матч, понятно, я думаю, это из английского языка. Звание — это титул. Да, и тут матч за звание чемпиона мира по шахматам. Матч на первенство мира. Первенство — это другое название для слова чемпионат, соревнование, потому что первенство — кто будет первым. Матч на первенство мира по шахматам проходил, то есть он был с 8 октября по 31 декабря 1990 года в Нью-Йорке. Это были первые 12 партий, и в городе Лион. В Лионе, это во Франции. И здесь были партии с 13 по 24 партию. Это был пятый и последний матч за звание чемпиона мира между Каспаровым, вот Гарри Каспаров, и победителем соревнований претендентов Карповым. То есть Карпов, Анатолий Карпов, победил в соревнованиях претендентов на это звание. И соревнование — это тоже синоним к слову конкурс. И этот матч также тоже был последним, а также последний матч перед расколом, произошедшим в 1993 году, когда Каспаров и Шорт объявили об отказе играть матч под эгидой ФИДЕ. Ну, давайте посмотрим. Вообще раскол, здесь я уже прочитала эту статью, вообще колоть, я вам так покажу, колоть — это другой синоним слова рубить. Вот здесь молодой человек колет дрова. Вы видите? И раскол — это когда, по сути, когда что-то раскололи на части. Например, у вас была кружка, и кружка упала, и она раскололась на части. И аналогичная ситуация была в этом шахматном мире. Была организация ФИДЕ, это Федерация шахматного спорта, да, Международная шахматная федерация, и Каспаров и Шорт отказались там играть, и они откололись от этой
федерации, и они организовали свою собственную профессиональную шахматную ассоциацию. Ну, это уже совсем другая история. Итак, Гарри Каспаров досрочно, то есть еще до срока, раньше, обеспечил себе сохранение звания чемпиона мира, сыграв в ничью в 22-й партии. Общий счет матча +4 -3 будет 17. Давайте посмотрим. Значит, два соперника играли. Действующий чемпион Каспаров, претендент Карпов. И у них должно быть 24 партии. И мы увидим, что в этой таблице, в таблице матча, первая игра была 8 октября, и последняя игра, которая закончилась ничьей, была 31 декабря. Да, в этой таблице мы видим, у кого один — это победа, выигрыш. Например, во второй партии Гарри Каспаров выиграл. Это победа, выигрыш Гарри Каспарова. А в 7-й партии, наоборот, Анатолий Карпов победил. Он выиграл. И это его победа, его выигрыш. А в партиях, где мы видим 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, это ничья. То есть никто не победил, никто не выиграл. Или, как мы говорим, победила дружба. Никто не победил, победила дружба. Так вот, Гарри Каспаров уже победил в этом матче, в этой серии игр и досрочно обеспечил, завоевал, сохранил этот титул после 22-й партии. Потому что тогда была ничья, и все. Гарри Каспаров уже выигрывал по баллам, по очкам. Примечательно. Интересно, что? Примечательно — это что-то интересное. Гарри Каспаров, он формально представлял СССР, то есть он был чемпионом, он был от СССР, но он выступал, его флаг был бело-синий-красный, и это был символ новой России. Посмотрите, это был 1990 год, еще был Советский Союз. Но он выступал уже под российским флагом. А его соперник, Анатолий Карпов, играл под красным флагом, ну, под обычным советским флагом. Кстати, давайте посмотрим на их фотографии. Вот это сидит Гарри Каспаров, думает, очень серьезный, задумчивый, и это его соперник, Анатолий Карпов. Что мне здесь запомнилось, что мне показалось интересным? Посмотрите, как пьет, я не знаю что, чай, кофе, воду, как он пьет. Он использует подстаканник. Если честно, я нигде не видела, ни в какой другой стране, я не видела подстаканники. Может быть, вы мне скажете, в вашей стране есть подстаканники или нет, но в России, например, да, подстаканник, логично, это специальная посуда для стакана. Но, например, вы наливаете в стакан горячую воду, горячий чай, и чтобы не держать в руках этот горячий стакан, у вас есть металлический подстаканник. Мне кажется, подстаканники используют только в поездах. А вы знаете, что в России поездами пользуются часто, есть очень длинные железные дороги, и люди пользуются этими подстаканниками. Они такие могут быть такими симпатичными, хотя выглядит, конечно, мне кажется, немного мрачно. Вам так не кажется? Вот с гербом, например, Советского Союза подстаканник. Если вы поедете в Россию, то можете привезти подстаканник как сувенир. Да, здесь Анатолий Карпов пьет, я думаю, чай из такого пластикового стакана, но использует подстаканник. Итак, давайте посмотрим. Примечательные партии, интересные партии. У нас было слово «примечательно». Примечательно, что Каспаров. И ниже примечательные партии. Интересные партии. Это 20-я партия матча. Где она здесь? Вот она.
победил Гарри Каспаров, да. Не хотела спойлерить, конечно, но мы уже сказали, что он победил, он выиграл в этом матче. Итак, вот такая доска. Это называется шахматная доска. Как мы записываем ходы? Вы можете увидеть, что есть буквы L, К, Ф, не очень похожи на английский вариант записи, я думаю. Давайте посмотрим, почему. Потому что логично, что в русском языке мы называем фигуры по-другому. Давайте посмотрим фигуры на этой доске. Как вы думаете, у какой стороны, у белых или у черных преимущество? У кого из них позиция лучше? У кого лучше позиция? Давайте начнем с самых легких фигур и дойдем до короля. Итак, ситуация у белых. У нас есть 3 пешки, это называются пешки, 3 пешки рядом с королем. Это король. И одна бедная пешка на вертикали А. Одинокая бедная пешка. У черных 3 пешки. Они не очень дружные, они далеко друг от друга. Есть одна пешка проходная пешка, которая может пройти вперед, идти вперед, и она может стать потом другой фигурой, потому что она дошла до конца, до финальной горизонтали. Но здесь стоит белый слон. Дальше, следующие фигуры. У белых есть 1 конь, у черных 2 коня. И эти 2 коня стоят очень хорошо, они друг друга защищают. Один черный конь стоит в центре, у него много ходов, как он может пойти. Позиция, я думаю, хорошая. Потом, следующая фигура — это слон. Кстати, вы заметили, что мы называем эти фигуры конями? Ну, это кони, да, логично. В английском варианте это рыцари, knights. Мгм. Потом слоны. В западном варианте это bishop, мгм, как епископ. У нас это слон. Так вот, слон белых стоит на одной диагонали со слоном черных. Вот они друг друга атакуют, смотрят друг на друга. И следующая фигура — это ладья. Вообще ладья — это такой старый вид лодки. Может быть, ладья, как у викингов. Сейчас таких кораблей нет, но название осталось. Название шахматной фигуры осталось. У белых 2 ладьи на G3 и на E8, и у черных осталась 1 ладья на А8. Ну что, это начальная позиция. Точнее, это позиция 33-го хода. А мы начнем с этой позиции и посмотрим этот матч, посмотрим эту игру до конца. Ну вот, давайте начнем здесь. Это был ход 32. Да, вот ход белых. Белые пошли конем вперед. Ферзь нападает, атакует коня, и у нас начинается самое интересное. Ладья с первой горизонтали переходит на 8-ю горизонталь, на последнюю горизонталь, на королевскую, и сразу начинает немного давить на черного короля. Да, все белые фигуры Гарри Каспарова начинают двигаться в сторону черного короля. Что будет делать Анатолий Карпов? Анатолий Карпов ходит черным слону с c8 на f5. И что он пытается сделать? Да. Он закрывает открытую диагональ для белого слона. У белого слона здесь открытая диагональ, он ее закрывает. Ну и, наверное, пытается сделать эту вечеринку белых фигур не такой оптимистичной. Потом
Что делает Гарри Каспаров? Он идет ферзем вперед. Он забирает пешку, и он ставит шах черному королю. В принципе, в этой ситуации у черных вариантов немного. Они могут, конечно, отойти королем, но здесь нет нет никакой причины так действовать, поэтому логично, что черные, Анатолий Карпов, съедают, забирают этого атакующего белого ферзя. Теперь у белых есть шанс напасть. Вот это положение, смотрите, конь идет на f7, и он делает вилку. Вилку на две фигуры. То есть, с одной стороны, он ставит шах черному королю, и с другой стороны, он атакует черного ферзя. Что будет делать Карпов, Анатолий Карпов? Вариантов немного, он идет вперед и защищает своего короля. Король отходит в сторону. Остается беззащитная фигура. Черный слон остается без защиты. И белый слон его съедает. И сразу же шахует, сразу же ставит шах черному королю. Очень агрессивная игра. Черный ферзь закрывает диагональ слона, пытается защитить своего короля. Это не останавливает Гарри Каспарова, и белый слон сжирает, съедает, забирает этого ферзя. Итак, черный король двигается вперед, и он пододвигается, идет ближе к своим, точнее, к атакующим фигурам. Тем самым они дают время для белой ладьи съесть одинокую, бедную, черную ладью. Все, черную ладью забирают. И он забирает, наверное, последнее качество. Очень ценную фигуру забирает Гарри Каспаров. Но у нас остается проходная пешка. Вот видите, черная пешка. Ей нужно сделать только один ход, чтобы превратиться, чтобы стать, например, ферзем или другой фигурой. Но белый слон смотрит на эту клетку, и нет смысла даже превращаться в другую фигуру. Нет смысла идти этой пешкой. Черный слон двигается вперед, уходит, я думаю, от нападения. Черный слон переходит на седьмую линию, седьмую горизонталь. Белая ладья выстраивается на эту вертикаль Б, может быть, хочет атаковать. Мне кажется, здесь уже все понятно. Мне кажется, здесь уже понятно, что белые выигрывают. И в итоге пешка черная делает дополнительный ход, я думаю, потому что уже нет вариантов, нет ходов. Белый слон отходит немного назад, вскрывает вертикаль для белой ладьи, снова шах, король, черный король под шахом. Куда может пойти этот черный король? Да, наверное, никуда, потому что восьмая горизонталь под контролем белой ладьи, потом это горизонталь, ну хорошо, это можно пойти на вертикаль H. Но здесь, например, конь защищает эти две клетки. А нет, не может, не может, смотрите, потому что здесь слон. Что в итоге делает Анатолий Карпов? Анатолий Карпов съедает коня и уходит от шаха. Но в итоге это, наверное, не сильно поможет, потому что белый слон ест черного коня, и тут уже хочешь не хочешь, не получится ничего, потому что даже если Анатолий Карпов съест эту фигуру, у Гарри Каспарова есть 2 ладьи и 4 пешки, игру можно считать законченной. Вот такая была очень острая игра с очень агрессивной атакой со стороны Гарри Каспарова. Я думаю, ну, конечно, это 2 гроссмейстера. И то, как они играют, это
искусство. Это просто искусство. Я надеюсь, что вам понравился такой небольшой экскурс в шахматный мир. И до встречи в новых видео. И не забудьте, что это видео платное, цена 1 лайк. Все, всем пока!